Вообразите себе поистине адское место, расположенное в жарком климате, где одновременно пребывают 40 тысяч человек в очень ограниченном пространстве, в неволе и в условиях, которые трудно даже представить. Каждый заключенный здесь имеет меньше квадратного метра площади, не получает ни окон, ни свежего воздуха и не испытывает надежды на свободу. Прогулка на свежем воздухе – настоящая роскошь, доступная всего лишь раз в неделю, и то под дулом автоматов. Сальвадор – маленькая и очень бедная страна в Центральной Америке, которая долгое время ассоциировалась с хаосом и насилием. Однако в 2023 году в Сальвадоре произошло событие, новое и шокирующее для всего мира. В этом году на площади в 23 гектара вырос настоящий тюремный мегаполис, способный разместить 40 тысяч заключенных. Для сравнения, это больше, чем население множества небольших городов в Европе и России. Камеры в этом учреждении не просто комнаты, а огромные залы, в которых на каждого человека приходится всего 0,6 квадратных метра. Представьте себе, 150 человек в одном помещении, где всего 2 туалета и 2 умывальника на всех. Спать приходится на полу или на самодельных подвесных койках, сделанных из тряпок. Окна? О, нет, здесь их не предусмотрели. Вентиляция? Да, только в потолке, и то не всегда работающая. Условия питания также оставляют желать лучшего. Заключенные в основном получают скудные порции маисовых лепешек, бобового пюре, а иногда, если повезет, мяса или рыбы. Но за еду нередко приходится бороться, и часто на это уходят последние силы. Однако самое страшное не столько в условиях содержания, сколько в полном отсутствии надежды на спасение. Свидания с близкими запрещены, передачи с воли также под запретом. Связь с внешним миром полностью нарушена. Власти демонтировали вышки сотовой связи в радиусе 1,5 километров, а внутри тюрьмы работают мощные глушилки, которые блокируют любые сигналы. Даже адвокаты сталкиваются с серьезными трудностями при попытках посетить своих клиентов, ведь именно здесь сосредоточен весь цвет сальвадорского преступного мира, которого не наказывают и не исправляют, а фактически стараются изжить. Чтобы понять, как же Сальвадор оказался в такой ситуации, необходимо вернуться в историю этой страны. На протяжении многих лет она была ареной кровавой войны между двумя главными бандами – Мара Сальватруча и Баррио 18. Эти группировки не просто делили территорию, они устраивали настоящий геноцид несогласных лиц и правопослушных граждан. Кроме этих двух банд на территории страны действовали и другие преступные группировки и наркокартели. Их оказалось просто неподсчетное количество. Преступный мир стал единственным способом разбогатеть и выбиться в люди, что увлекло в него колоссальное количество молодежи, от подростков до молодых людей, которым ничего не оставалось, кроме как идти по криминальным путям. В 2015 году Сальвадор побил мировой рекорд по уровню убийств, составив 105 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения, в России этот показатель составляет всего около 5. Банды контролировали все сферы общественной жизни, от государственных учреждений до образовательных институтов. Они убивали полицейских, чиновников, бизнесменов и даже случайных прохожих. Татуировки, покрывающие тела членов банд, стали их отличительной чертой, символизирующей принадлежность к той или иной группировке. Это не просто нательная живопись. Для многих это уже знак принадлежности к преступному миру, что начиналось с самой юной поры. Ведь многие подростки вступали в ряды уличных банд и совершали преступления, желая утвердиться в обществе. Несмотря на все усилия правительства бороться с бандитизмом, в
Все попытки были тщетны. Несмотря на то, что тюрьмы были переполнены, самые именитые и привилегированные заключенные продолжали жить в комфортных условиях и оставались лидерами преступного мира, даже находясь за решеткой. Поняв, что ситуация требует радикальных мер, в 2019 году к власти в Сальвадоре пришел Наиб Букеле, молодой и амбициозный политик, который пообещал навести порядок. И он сдержал свое слово. В 2022 году он объявил о введении чрезвычайного положения и вывел на улицы армию. За первые 2 месяца самой настоящей войны было арестовано 36 тысяч человек, из которых лишь 4 тысячи были отпущены. Остальные отправились в переполненные тюрьмы, которые трещали по швам. Именно тогда Букеле анонсировал строительство Центра борьбы с терроризмом, тюрьму, ставшую символом его жесткой политики. В этом учреждении нет места для компромиссов. Только железная дисциплина, тотальный контроль и минимальные условия для выживания. Если вы думаете, что в такой тюрьме возможно устроить бунт или сбежать, то вы сильно заблуждаетесь. Здесь все продумано до мелочей. По всей территории тюрьмы установлена колючая проволока под напряжением 15 тысяч вольт. Внутри круглосуточно работают дроны с камерами, имеются датчики движения и система распознавания лиц. Каждое движение заключенных контролируется с предельной строгостью. Охрана в Центре борьбы с терроризмом – это отдельная история. Более 1000 высококвалифицированных тюремных надзирателей, 800 военных, 250 полицейских и даже пограничники, которые патрулируют внешний периметр, все это создает мощную систему охраны, которая поддерживает порядок. Прогулки? Да, они возможны, но только раз в неделю, и то под прицелом автоматов и водометов. Для заключенных прогулка – это также серьезное испытание, поскольку они бегут к месту прогулки, согнувшись с руками за спиной. Любое неподобающее поведение приводит к применению дубинок, слезоточивого газа и других методов принуждения к порядку. Критики проекта называют Центр борьбы с терроризмом центром нарушений прав человека. Правозащитники в ужасе от условий содержания и жестокого обращения с заключенными. Но у Букеле есть веский аргумент. Уровень убийств в стране снизился до рекордно низких 7,8 случаев на 100 тысяч населения. Это в 4 раза меньше, чем в соседнем Гондурасе, и абсолютно соответствует уровню, фиксируемому в США, самой развитой стране региона. Простой народ Сальвадора практически единодушно поддерживает своего президента. Они устали от страха, насилия и бандитского произвола. Для них супертюрьма – это не ад, а спасение. Да, условия здесь ужасные. Да, многие заключенные, возможно, невиновны, но общий результат виден налицо. Улицы более безопасны, и люди могут спокойно выходить из своих домов, не боясь оказаться под пулями. Сальвадорский эксперимент – это по-настоящему серьезный вызов всему миру. Можно ли победить преступность, нарушая права человека? Оправдывают ли подобные методы поставленные цели? Однозначного ответа на эти вопросы пока не существует. Но одно остается ясным. Центр борьбы с терроризмом – это не просто тюрьма. Это символ новой эпохи в Сальвадоре, в которой безопасность важнее свободы, а порядок важнее прав. И если вы когда-либо решите посетить Сальвадор, учтите, что за высокими стенами этой супертюрьмы находятся более 40 тысяч преступников, чьи жестокие преступления доказаны и подтверждены. И пусть они лучше находятся там, в любых условиях, чем выходят на улицы и заполняют подворотни всех городов и сел этой страны в качестве теневой армии, угрожая и запугивая мирное население.